Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Я вышла из метро Динамо и иду пешком к метро ЦСКА. Очень люблю эти места, но вот так получилось, что пару-тройку недель меня тут не было. И погода не позволяла, и как-то обстоятельства тоже. В подземном переходе. Тут у меня нога с бандажом растянута. Ну, правда, она у меня, я ее потянула давно, хотя я даже не уверена, что я ее потянула. Ну, ладно. Вот уже впереди башни виднеются, парк любимый, Ходынское поле. Ну и вошла непосредственно в любимый парк. Нет, мне здесь определенно очень кайфово, самое лучшее место в мире. Качаюсь на качелях панорамных, тоже очень-очень люблю. Классный вид открывается. Я на одних покачалась, потом на других. Красота здесь. Действительно очень комфортно, приятно. И иду гулять по парку дальше. Я сейчас погуляю. Смотрите, какая прелесть. Потом зайду в Ашан, куплю себе вкусняшку и пойду дальше гулять. И уже перед тем, как домой поехать, вернусь снова в Ашан и уже закуплюсь какими-то продуктами. Все уже зеленое, распускается. А это в Ашане всякие красивости. В метро это Марьина роща, переход с БКЛ. Пришла домой. Купила семена по 3 рубля с чем-то. У меня уже один базилик взошел, но там пачка стоила 40 с чем-то. Вторая я только сегодня посадила за 19 с чем-то. Вот. Но до этого я хотела вот такой базилик купить. Ну, попробую. Посажу, потому что базилик мне всегда нужен. Я прям обожаю. Именно зеленый, поэтому взяла 4 упаковки. Потом щавель, табак и огурец. Ну, еще вот цветочки. А также взяла станки для бритья, ну просто что были. Вообще я пользуюсь эпилятором. Да, купила, значит, дезодорант, он стоил 50 с чем-то, ну 59, грубо говоря, 60 рублей. Так, для домашнего использования. И маску по акции 29 с копейками. Такая вот. Никогда от этой марки ничего не пробовала, было интересно. Ну, в общем, семена по 3, как я уже сказала, 90, ну вот плюс-минус так. А станки стоили 48 с копейками. Взяла подсолнечное масло, мне его очень надолго хватает, у меня и предыдущая бутылка еще стоит в использовании. Ну, хорошая цена, 84 рубля, поэтому взяла. Всякие специи, травы у меня есть, но просто взяла дрожжи один пакет базилика и 2 ванильного сахара. Но я просто знаю, что у меня все это есть, поэтому так, просто чтобы и не заканчивалось. Дрожжи были по-моему, по 6 рублей, базилик, наверное, рублей по 5, ванильный сахар тоже примерно столько же. По 99 чем-то китайская капуста, 99,90 у меня, вот, видите, на 50 рублей 70. Очень удивила цена на хлеб, когда я приобретала, я думала, что он, как всегда, стоит 19 рублей, а оказалось всего лишь 9. Ну, хлеб хороший, так что я даже рада. И еще один вот такой хлеб по 9,99. Пополнила запасы любимого маргарина «Сливочник». Цена 27 с копейками. Также взяла компот. Вот цена. Кетчуп, как всегда, томатный, 37 рублей с копейками. Сахарная пудра тоже около 40.
Еще одну упаковку колбасы «Фантазия» 35,88. Ну вот эту нарезку разбирают, потому что батоны постоянно лежат. Ну, мне вот тоже, я говорю, при наличии очень хорошей ломтирезки мне лениво резать. Взяла апельсины, я пекла сливовый пирог и подумала, что в принципе, наверное, с апельсинами можно сделать. Ну, в общем-то, это все, что я приобрела, потому что ничего особо там такого интересного не было. Там были куличи маленькие по 9 рублей, но я не стала брать, потому что уже Пасха как бы прошла. Они такие, знаете, по 100 грамм, калорийность почти 400 калорий на 100 грамм. Ну, что-то мне как-то, не знаю, не захотелось. Не нужно все это. Проще сделать что-то вкусное самой, и это будет менее калорийно. Сейчас компотную смесь переложу в банку. Ну и тут все уберу в холодильник. У меня, кстати, в холодильнике, я в предыдущем каком-то видео показывала, что там разбираюсь. В принципе-то я разобралась, но сейчас я смотрю, что надо разбираться снова, потому что ничего не помещается. Ну а здесь я оставлю танец для своей ученицы, у них там будет мероприятие, будут вдвоем танцевать. Уровень должен был быть такой простой и пониже, поэтому моя задача поставить все максимально просто. И здесь я записываю видеоурок для того, чтобы можно было и одно, и другое поучить движение. Я такие рабочие моменты никогда во влогах не показываю, но вот решила показать. Тут я все разъясняю подробно, каждое движение показываю. И лицом, и спиной, чтобы было удобнее. Еще стараюсь в микрофоне не запутаться. Танца, по сути, еще нет, есть только движение. Это все придется еще собирать во что-то такое основательное. Объясняю, как держать веер, руки, корпус, юбка и все такое. В принципе, я как бы могу ставить любые танцы, но вообще-то я больше по классическому балету, но и такое тоже умею. Вот здесь прям все очень подробно разъясняю, потому что с ученицей-то я занимаюсь, и она у меня занимается с 11 года, вот, а ее подруга, она не занимается, а им нужно. Так что моя задача, чтобы все было понятно. Тут я объясняю, как правильно держать корпус. Моя задача донести это максимально простым языком. Так что вот так. Ну и решила включить такой момент для разнообразия, чтобы было не только уборка, вязание, раскраски, маловарение, покупки, прогулки, а что-то еще такое. Вот. Гулять иду. Сейчас позавтракаю и пойду ставить танец, потому что вчера я записала урок, движение, и сегодня нужно все это собрать вместе. Еще сейчас я хочу сделать маску для лица от Консли, но, вы знаете, у меня разные были от этой марки, из этой серии. В принципе, я их покупала по акции рублей за 25. Это хорошая цена и, соответственно, плюс. Симпатичная упаковка, вроде приятные ароматы, но ничего они не делают, поэтому потом я видела и за 100 с лишним эти же маски, потом снова по акции по 25, но я уже не покупала, потому что, не знаю, не хочу повторять то, в чем я не видела особого смысла. Эту, конечно, маску сделаю, раз приобрела, но больше покупать не буду. Ну а здесь буквально за час до выхода я быстренько записываю только что собранный танец.
в пол ноги, абсолютно халатно, ну, так, чтобы просто ученица имела представление, что сегодня ждет на репетиции, потому что, естественно, я знаю, что мы все это запишем и не один раз еще. Ну и самой, чтобы не забыть, потому что это вот буквально только-только. Вошла в метро, спешу к ученице, немножко опаздываю минут на 5. В общем-то, я не опоздала, по сути, и вот записываем видео. Что-то уже более-менее понятно. Я уже провела занятия и вышла из метро, пошла гулять. У нас всю ночь был дождик, и, в общем, классно. Такой воздух вообще обалденный. Как водится, посидели в кафе после. В этот раз макаруни взяли. Я взяла черную смородину, Тамара апельсинку. Но надо сказать, что... А в тот раз у меня была фисташковая, мне очень понравилась, и у нее я попробовала клубничную. Но вот клубничная и фисташковая, как мне кажется, вот пока самые-самые крутые. Кофе там хороший у Селезнева. Ну, собственно, я раньше там... Я, по-моему, рассказывала, что я там, в общем-то, частенько обедала. У меня на обед всегда был какой-нибудь кусочек тортика и кофе. Я с Достоевской на Мясницкую шла пешком, когда у меня было свободное время, обедала таким образом и возвращалась. Короче, я сжигала, в общем-то, столько ж, наверное, сколько и съедала. Плюс у меня учениц было там по 5, по 6 человек в день. Вот. Что вот так. Причем у меня тогда такой был энтузиазм, такой подъем, что я могла и всю ночь что-то новое придумывать. У нас наконец-то отключили отопление. Я очень рада, поэтому сейчас время пижамок. И такая пижамка у меня новенькая, которая из магазина «Твое». Сейчас буду монтировать это видео, а потом сяду, буду вязать или шить что-нибудь такое. Еще маникюр надо сделать. Вот, так что такая уютная пижамка классная. Ну, мне захотелось в клетчатых брюках походить. Вот. У меня есть еще из магазина «Твое», тоже беленькая, там другие брючки. В общем, как-то так. Кстати, на моем канале наконец-то 5000 подписчиков, даже уже больше. Я всех благодарю за подписки, за вашу поддержку. Для меня это очень важно. И я рада, я очень этого долго реально ждала. Так что я прям очень счастлива. Спасибо вам огромное. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм, Дзен, Телеграм, подписывайтесь на Бусти. Желаю вам здоровья, настроения, вдохновения во всем и до скорой встречи. Всем пока-пока.